Привет, друзья! Вы смотрите канал Алга Петербург, в студии Саша Карельский, Ваня Червинский. Друзья, всем привет! И это ваш любимый формат. Сегодня у нас Блиц новости. Подготовили все самое интересное. Первый выпуск решили сделать из студии, потому что в Петербурге, несмотря на то, что светит солнце, минус 5 градусов. Ну, у нас еще сегодня супер фишка, потому что у нас сегодня объединены новости Эхо Петербурга, студия Эхо Петербурга и студия Эхо Питера как бы в одном лице. Прекрасно. Начнем с замечательной новости. Димаш Кудайберген в своем инстаграм сделал публикацию и сказал о том, что я провожу дни в студии. Дер, берегите себя, скучаю по вам. Что может дать нам это короткое сообщение? О том, что Димаш вновь находится в творческих планах, в творческих поисках. И вот этот временный карантин, на котором он сейчас находится, я уверен, в очередной раз принесет свои плоды. Потому что мы знаем, что когда Димаш запирается в студии, особенно когда он запирается не один, а с Ерланом Бекчуриным, то появляются шедевры. Да, слушай, вообще в студии круто проводить вот время, и я думаю, что, друзья, мы для вас тоже кое-что сейчас готовим. Я думаю, что сможем вот это вот время, когда все вынуждены сидеть дома, как-то чуть-чуть скрасить. Ладно, а я тебе тогда прочитаю еще одну новость. Недавно исполнилось 65 лет голливудскому актеру Брюсу Уиллису. Ему, прикинь, 65 лет. Даже не верится в это, потому что всегда, вспоминая Брюса Уиллиса, вспоминаешь его молодым красавчиком, который спасает весь мир. Вот. И трудно поверить, что, как ни крути... Что крепкому орешку уже 65, да? Да. Вот. Да уж. Поэтому поздравляем Брюса Уиллиса с этим праздником. На выходных казахстанское телевидение вело трансляции сразу двух замечательных концертов, а именно концерта в Астане, на котором мы, Вань, с тобой присутствовали. И правильно говорить, в Нур-Султане. Теперь уже, да, в Нур-Султане, абсолютно верно. И второй концерт... Хотя можно и так, и так. Ну и второй концерт проходил в Санкт-Петербурге. Что примечательно, на обоих концертах мы присутствовали. Вот, поэтому, кто посмотрел, очень здорово. И сразу хочу поделиться такой новостью, что 24 марта телеканал Казах ТВ также будет транслировать сольный концерт Димаша в Санкт-Петербурге. И у меня родилась такая мысль, то есть мы вчера смотрели с тобой в одиночестве концерт, а почему бы нам не попробовать вновь посмотреть этот концерт с друзьями? Поэтому, если вы хотите к нам присоединиться, если вы готовы с нами побыть в онлайн-трансляции, напишите об этом в комментариях. И мы организуем. Мы осуществим такую трансляцию. Да. И, кстати, вот классно, что сейчас идут трансляции концертов. И я тебе могу сказать, что не только концерты Димаша транслируются, есть еще такой тренд среди всех артистов. Например, вот есть российский пианист Денис Мацуев, знаешь такого? Да. Его концерт тоже прошел в онлайн-режиме. То есть сейчас многие артисты проводят вот такого рода концерты. Поэтому мы должны, наверное, для наших друзей вот тоже организовать досуг. Да, подтягивать нашу техническую часть. Вот, да. Сейчас все переходит в онлайн, поэтому нам нужно быть в ногу со временем. Также в Казахстане завершилось празднование грандиозного праздника Наурыз. Он праздновался... Это Новый год. Да, это Новый год по восточному календарю. Он праздновался в течение 9 дней. Есть небольшая подготовительная часть, в которой люди собираются, общаются, изучают свою родословную, выезжают на природу, садят деревья. И есть вторая часть, посвященная непосредственно празднованию. Там и грандиозные угощения, и скачки, и айтысы батл, и батл акынов. Айтыс батл — это батл стихотворцев, правильно? Когда встречаются типа как рэп, только не рэп, а стихами, да? Да. Или может быть еще даже на музыкальных инструментах, да, бывает? Вот, может быть, нас поправят, потому что я знаю, есть батл между акынами, да, это вот певцы-поэты, или музыканты, получается. Вот, а айтысы батл, вот надо будет нам разобраться в этих понятиях до конца. Может быть, это еще есть, когда один оркестр классической музыки сражается с оркестром народной музыки. Там на дамбре,
Да, мы играет. видели кадры, это, конечно, тоже феноменальное зрелище. Вот, в любом случае, пользуясь таким моментом, хочется еще раз поздравить всех жителей Казахстана с этим замечательным праздником. Пусть весна наконец придет и радует всех. Прекрасная новость. Я знаю, что в России тоже, вот, когда празднуется Новый год, это повод встретиться с семьей. Единственное, что вот ты так много интересных рассказал вещей. В России чуть-чуть попроще досуг. Вот. Но давайте тогда к следующей новости. У меня хорошая новость для тех, кто знает, что такое Простоквашино. Вот. Потому что появилась новая серия Простоквашино. В сутки новую серию посмотрели больше 500 000 раз, 600 000 человек. Ух ты! Да, и новая 28-я серия расскажет о том, как герои Простоквашино, жители Простоквашино знакомятся с жителями другой деревни. Вот так. Серия называется «Подмена». Ну, интересно. Я думаю, без конфликтов не обошлось. Ну что, я так понимаю, это были все новости на сегодня. Самое время почитать комментарии. Предлагаю начать с комментария Юрия Хапака, который вернулся к нам. Наш друг. Да. И, как всегда, Юрий выражается стихами. Вот. «Я все равно не брошу вас, ведь вы такие же родные. Слежу, пишу, ведь вы для нас путеводители в миры иные, который создал музыкант, певец народов и созвездий. Его космический талант не забываем в мире меди». Автор. Красиво. Да. Нам, кстати, много стихов пишут в комментарии. Наверное, придется... Пора отдельную рубрику уже Наверное, создавать. придется тебе, Саша, возобновить рубрику чтения стихов. А я тебе прочитаю такой комментарий. Пишет нам Лиза Пи. Yelena's words brought tears to my eyes. She spoke so beautifully about her experience. I think it will touch many dears who feel the same emotions towards Dimash. Thank you so much for sharing. Лиза Пи пишет о том, что ее тронул выпуск с Еленой Черненькой. И что эти эмоции чувствует каждый поклонник творчества Димаша, когда слушает его песни или присутствует на концерте. Вот так. Абсолютно согласен, потому что когда я делал этот выпуск, я неоднократно прослушивал, и меня тоже поразило то спокойствие, то насколько человек глубоко прочувствовал вообще и музыку, и артиста, и так вот трепетно об этом рассказал. Поэтому, наверное, нужно передать Елене Черненькой большой привет. Вот, и спасибо за материал для этого выпуска. И, конечно, друзья, хочется сказать, что вы можете нам также присылать ваши эмоции. И у нас появился номер WhatsApp. Теперь вы можете нам сбрасывать и аудио, и видео сообщения. И мы постараемся их выпустить в эфире. Да. Но все будет зависеть от мнения главного редактора Александра Карельского, пожалуйста. Да. Поэтому присылайте на его имя. Буду отбирать лично. Да. Ты хочешь прочитать комментарий, да? Нет. Хорошо, тогда я прочитаю. Мейержан Сагдалаев пишет: «Люди, планета Земля, давайте любить и дружить. Тогда не будет никаких войн и убийств. Димаш объединяет всех. Кстати, украинки очень красивые». Молодец. Хорошо закончил. У меня еще есть. Можно? Давай. Наталья Гамаюнова. Здравствуйте, ребята, привет из Минска. Очень рада вас видеть и слышать. Это вы познакомили меня с творчеством Димаша, клипом «Мадемуазель Хайд». Успехов вам. Класс. Очень приятно читать такие сообщения, что... Нашелся наконец-то человек, который признался в том, что наш большой канал познакомил его с творчеством. Поэтому большой привет Наталье Гамаюновой из Минска. Друзья, а на этом мы завершаем наш выпуск и прощаемся с вами. Увидимся в следующих передачах. Пока.